Вот начало строительства камина углового. Это его фундамент. Хозяин его подготовил. Теперь начинаем строительство. То есть нулевой ряд. Практически его нет. Уложен первый ряд. Сделано 8 рядов. Практически пол камина. Это вот нижняя часть его. Такая вот ниша, куда можно дрова складывать. Вот началась топка из шамота. Ставится вот на такой вот мостик терракотовый. Очень странно, обычно даже здесь на банке написано, что серая должна быть. Но реально вот такого цвета. Первый раз такую вижу. Правда, она мне больше понравилась, чем серая, жидкая такая масса. И комок густой внутри, и приходится перемешивать. А это прямо вот готовенькое. Можно прямо сразу начинать что-то делать. Шамот тут на этот шпатель ставим. Красный кирпич вот на этот мастерок. Закончено 10 рядов, кроме шамотного кирпича. Была промежуточная промывка. Вот теперь он так заулыбался весь. Сейчас мы его накроем целлофаном вот этим, чтобы уже он больше у нас тут не пачкался, хотя бы эта часть. Вот такой получился камень. Ну, еще не до конца, конечно. Здесь будем делать трубу. И вот таким способом будем обкладывать трубу. То есть будет вот такой дополнительный ряд. Вот она сама труба. А вот ряд, который будет обкладывать ее. Будем, то есть, прятать. Это будет идти до потолка. Будет являться сразу распушкой. Много, конечно, тут хлопот с угловым камином. Очень много резьбы по камню. Вот такая вот хитрая резьба была здесь с этой полкой. Вот тут. Ну, в общем, времени тратится очень много на нарезку кирпича. Ну, конечно, получается вот такая интересная конструкция. Очень, конечно, красиво. Вот сейчас зайдем в топку. Тут поглядим тоже, что у нас тут есть. Вот тут зуб. То есть вот так вот она сужается постепенно, чтобы выйти в размер трубы. Трубу, правда, пришлось вот в этом месте сдвинуть сюда, выдвинуть, потому что здесь вот эта труба. Хозяин говорит, что ее будут удалять. Ну, пока она здесь. В общем, закрыли, чтобы не пачкать всю красоту, которую натворили. И вот теперь будем тут прорезать. Вот отбита полоса. Вот такая будет прорезь. То есть практически камин идет весь вверх. Ну, это как бы не камин уже, а труба с обделкой из кирпича.
Будет не конусная, а прямая. Вот закончен камин. Вот такой большой, даже не влазит в кадр. Дальше точку не могу найти, куда отойти, чтобы заснять. Вот я его как бы сейчас помыл, и он такой, как бы мокрый кирпич. Честно говоря, мне вот такое исполнение больше всего нравится. Я бы для себя сделал, конечно, чтобы он весь был мокрый кирпич. Можно сделать такой эффект. Но хозяин хочет сделать только вот эти выступающие полки, арку над топливником, полку. Ну вот не знаю, еще может быть распушку вот эту вот возле потолка. Я так понимаю, было бы лучше. Но все же мне нравится полностью, когда мокрый кирпич, потому что вот ради интереса, для отличия, вот сухой кирпич. Нет, это тоже не совсем сухой. Но когда он сухой, витебский кирпич, он такой желтый какой-то такой, желто-оранжевый. Ну, в общем, вот. Осталось доделать на чердаке там немного. 2 ряда, 3. Развернуть трубу под 45 градусов, потому что здесь труба как бы идет 45 градусов по отношению к кровле. Соответственно, надо развернуть ее, чтобы она была одной стороной параллельно, а другой стороной перпендикулярно. Чтобы можно было сделать спокойный выход. Но труба будет не кирпичная, а асбестоцементная. Хозяин в курсе, что она будет потеть, капать вот сюда, всякая грязь и все остальное. Ну, все упирается в деньги, как у всех. Ну вот такой получился камин. Слава Богу, с Божьей помощью.